Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. За окном снег, в комнате цветут орхидеи. А вдохновляемся мы, конечно же, как обычно, старыми драными джинсами. Прекрасный, очень большой размер и просто очаровательные дырки. Значит, можно с чистой душой их резать и не бояться, что кто-то напишет в комментарии в пользу бедных. А для сегодняшней работы нам будут нужны детали, квадраты, выкроенные по косой. Размер вы можете сделать любой. У меня примерно 17 на 17 сантиметров. Всего получилось 16 джинсовых деталей. Немного, но поработаем с этим количеством. Тем более, что в дальнейшем готовую работу очень легко увеличить. И из яркой красивой ткани мы выкроем квадраты такого же размера и тоже по косой. Следите за тем, чтобы везде долевая проходила по диагонали. Еще нам понадобятся куски утеплителя. Их размер чуть меньше джинсовых и лоскутных деталей. Дальше готовим небольшие заготовки. Куски утеплителя вкладываем между джинсовой и тканевой деталью. Прошиваем их на швейной машинке по диагоналям. Джинсовка у нас стрейч, сильно тянется. Стараемся не тянуть, шить ровно. В этом нам поможет трикотажный шов. Его еще называют зигзаг в 3 прокола. Шьем гирляндой одну деталь за другой. Стараемся нитки лишний раз не обрывать. Когда прошили одну диагональ, прошиваем и другую. И можно еще сделать дополнительную стежку, прошить квадрат посередине. Перед дальнейшей работой готовые блоки слегка проутюжим, промеряем и подровняем. И приступим к самому интересному процессу – выкладыванию узора. Наш сегодняшний рисунок носит название «Художественный беспорядок». Следует отметить, что не у всех и не всегда он получается хорошо. Но нет предела совершенству. Надо чаще тренироваться, наводить везде беспорядок. Главное, чтобы ваши домочадцы могли это выдержать. Сшивать детали будем хитрым способом. Складываем их попарно, вместе с джинсовыми сторонами. Собираем стопочкой детали первой и второй колонки и прошиваем на швейной машинке, оставляя припуск на шов чуть больше 1 сантиметра. Этот шов у нас будет единственный. Делаем его крепким.
Можно в нескольких местах прошивать дополнительно прямым и обратным ходом. Шьем гирляндой, одну деталь за другой. Точно так же соединяем детали третьей и четвертой колонки. Отшитые гирлянды разворачиваем, а потом соединяем их вместе. Получается очень интересное полотно. Все ряды держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается сделать буквально 3 шва. И еще надо обшить всю заготовку по периметру. Шьем трикотажным швом. И это все. С обратной стороны у нас аккуратные джинсовые квадраты, а с лицевой получается оригинальная структура, цветные лоскутки и открытые срезы. Знаете, до недавнего времени мне не нравился такой способ работы, а все потому, что видела в интернете работы других мастериц. Они резали припуски, вытягивали нитки. Вся работа была очень мусорная, грязная и пыльная. А здесь смотрите, какая красота. Так как все детали мы выкраивали по косой, все срезы у нас получились диагональные. И готовую вещь мы просто постирали в стиральной машинке. Вот и все. Без шума и пыли, легко и просто, получился тот самый пушистый край, который так привлекает рукодельниц. Сегодня у меня сшилась не очень большая вещь, 60 на 60 сантиметров. Уж насколько ткани хватило. Но ее легко увеличить, просто пришить еще дополнительные детали. Мои постоянные зрители помнят, что чуть раньше в такой же технике мы уже шили лоскутное полотно с открытыми швами, и оно получилось с мужским характером. А сегодня радостная, романтическая, девчачья лоскутная полянка. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивей и интереснее, чем у меня. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Дзен. Огромная благодарность всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!